Привет, мой дорогой. Рад приветствовать тебя на моем канале Тукатана, и мы продолжаем строить наши великолепные монастырские покои. Также в этой серии я думаю создать некоторое место по производству металла очень хорошо организованной системой. Посмотрим, что у меня из этого получится. Хорошо. В предыдущей серии мы уверенно так заложили, между прочим, постройку нашего монастыря. Совмещенного, да. Тут и женщины, и мужчины будут, и огород, и ягоды, и огурцы, наверное. Травы. Я вспомнил. Такс. Что именно я хочу сделать? Я хочу продумать идеальное место для добычи железной руды. Оно настолько будет идеальным и продуманным, что мне понадобится еще вот этот участок. Хорошо. Так, закладываем постройку. Для начала нам в первую очередь нужна железорудная шахта. Наша структура будет обладать некоторым ароматическим свойством, поэтому мы его делаем отрешенным от всего территории, которая будет заниматься производством леса. Так, мы заложили добычу руды, хорошо. Продолжаем, где-то добавить можно. Руда заложена, хижина угольщика, я так понимаю, нужно 2 штучки для постоянного обеспечения плавилин. Мы их будем располагать аккурат вокруг источника руды. Делаем одну. И еще... Где же она? И еще одна. Так, поворачиваем. Неправильная позиция. А какая правильная? Допустим, вот так. И в дальнейшем нам нужна не лесопилка, но лагерь лесничих. Посадим его вот здесь, вот так. Снос не надо, изменить материалы. Это у нас что? Цвет крыши. В комментариях мне подсказали довольно интересную вещь. Помните, я жаловался на то, что почему-то есть источники света, но нету ночи. Так вот, они спрятаны вот здесь. Вот те закат, вот те ночь, вот те дождь. Было бы еще великолепно, если бы это было автоматическое переключение. Чего, наверное, нету. Но если вдруг, пишите в комментариях, я воспользуюсь вашим советом в полной мере. Хорошо, продолжаем. Так, мы заложили 2 угольные, железодобыча и сажателя деревьев. В дальнейшем нам потребуется плавильня и кузница. Плавильню мы также можем поставить вот здесь, чтобы создавалась более-менее округлая форма. А кузницу мы можем поставить вот сюда. Не знаю, есть ли у нее прокачка и расширение. Давайте посмотрим. Так, изготовление инструментов. Ну, больше вроде ничего не попадается такого. Есть шахтерские подати, склады провиантов. Я не вижу. Вы видите? Я нет. Хорошо. Так, кузнечные... это пусть будет. Хорошо. Кузня. Давайте в первую очередь мы будем строить его и его. Пока это будет строиться... Кстати, на вот эту вещь мы поставим высочайший приоритет. Смотрите, мой план какой? Рудокопы копают руду. Верно? Верно. Лесосады сажают леса.
Эти леса нам пригодятся для 2 угольщиков, потому что примерно столько оптимально для добычи, для плавки железа. Плавильня. И после из плавильни это все будет направляться в кузницу. Примерно по такому принципу работает вот здесь. Я, наверное, это тоже буду перерабатывать, потому что оно какое-то такое. Погодите, что он использует? Кузница. Мне нужна не кузница, мне нужна информация по работе твоей. Что ж такое-то? Здесь рубят деревья, производят 1 уголь. То есть эти рубят деревья, а вот эти нам здесь абсолютно не нужны. Поэтому мы их сносим. Зачем нам лесорубы, которые непонятно что делают? Зато на лесопосадку можем чуть-чуть распределить участок. Хотя он и так уже распределен. Ну хорошо. Можно добавить вот сюда еще. Да? Смотрите, вот так. Так вот, и тут красиво будет лес расти. А рубку деревьев мы вот сюда также поставим. И все будет красота. На самом деле, в лагерь лесничих как будто бы не помешал еще 1 человек. Хорошо. Что он жалуется? Нехватка сырья. Нехватка какого? Нехватка угля. Уголь у нас производится здесь. 100% мощность. Это хорошо. Так, смотрим, как дела у нас обстоят с нашим этим самым. 15 человек безработных. Вы это представляете вообще? Иди сюда, работай. Сейчас будем размещать область посадки дерева. Область посадки дерева будет отталкиваться от ширины вони. Ширина вони у нас примерно по такому радиусу. Давайте ее, кстати, не будем ее очерчивать. Сразу разметим область. Вот так вот. Можно, кстати, впихнуть сюда еще дерево. Я думаю, они будут не против. И чуть-чуть добавить, чтобы наша окружность аккуратненько касалась камушка. Хорошо. Знаете, что я бы еще сделал? Я бы переработал. Я могу перенести его? Могу же? Снос выпрямить. Добавить узел стены. Изменить направление. Ой. Заменить. Нет, заменять не надо. Давайте просто снесем. Вот эту штуку я бы тоже снес. Она как-то криво сделана. Сельская стена. Пустим ее вот так вот. Где он сажает деревья? Кооперативно он сажает деревья. Молодец, молодец. Пустим стену вот так вот по касательной. Мне кажется, очень хорошо будет применить. Все, строим ее. Здесь у нас угольщики и добытчики. Обоих засовываем там, где они должны быть. Тратим деньги, потому что у нас хорошо накопилось. Это будет самый оптимизированный лагерь по добыче железа. Я надеюсь. Так, хорошо. Здесь у нас все нормально. Что за подзорная труба? Видимость. Развитие торговли с Давенпортом. Давенпорт тепло благодарит вас за сотрудничество. Его жители хотят построить мост, чтобы через их деревню ездило больше купцов, и надеются на вашу помощь. Вы можете улучшить торговый путь, отправив им ресурсы через поручение. Отправив ресурсы через поручение. Жители соседней деревни рассчитывают, что со временем вы доставите нужные ресурсы.
Ну окей, а какие? Погоди, постой. Давенпорт. Торговые соглашения. Нордбери, Мидли, Давенпорт. Какие ресурсы вам нужны, господа? Я не нашел, где это делается, но принял заказ. Хорошо. Хорошо это или плохо, мы узнаем в течение игры. Ну, думаю, нормально. Скорость обратно на 3. Время на ночь. Я буду периодически выключать им свет, создавая эффект того, что день меняется. Да, рассвет и закат будут всегда с одной стороны. Но это как посмотреть. Я могу повернуть камеру вот так и уже совсем по-другому. Угольщики. Давайте углите. Сейчас, кстати, проверим, как они рубят деревья. Вдруг это все обман и неправда. По поводу складских помещений. Как будто на этом перекрестке отлично бы писался склад и амбар. У нас есть склад здесь. У нас есть склад здесь. Где он? Вот он. И в целом это бы вычерчивалось хороший такой треугольник. Давайте забазируем склад. Это не склад, это мастерская строителя. Которые, кстати, тоже пригодились бы. Ну да ладно. Давайте вот так. Этот удалить. Удали. Убери. Я не хочу. Убери. Но почему? Что происходит? Я не хотел тебя ставить. Спасибо. Так, идут 2 новых жителя. Эту штуку можем переставить немножечко вот так. Расположим и достроим пару участков складов. Тут у нас уже территория под посевы. Добавим сюда. Также в комментариях написали, что есть ограничения. Максимальное количество вот 2 в одном здании построить. Угу. Слушайте, ну что-то рубит. Что-то есть. Да, вот. Чудно, чудно. Надо добавить каких-нибудь источников света. Например, вот такой фонарь. Фонарик и надо указатель поставить. Ну, это без указателя неправильно как-то. Вот так, типа туда-сюда пойдешь, туда-сюда попадешь. Железодобыча строится, это тоже строится. Что нам еще такого построить? Или лучше заняться улучшением местных домов? Кстати, обратите внимание, не было ни одной претензии по поводу негде жить или нечего есть. Это хорошо. Но все-таки с вот этим что надо делать? С ним же что-то надо делать. Овечки трудятся, лесопилка, лесопилица. Что это за имя? Дрфун? Как тут проходят дела у вас, жителей? Не хватает ресурсов. Камень. 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 Камни добычи же как-то прокачиваются? Или абсолютно никак? Кстати, железо попадается, камень не попадается. Это странно. Это считается камнем? Ну, как будто бы да. Отсутствуют товары. Хлеб, ягоды, рыба, мясо. Наверное, надо стеллаж для одежды сделать. Точно. Деревенский рынок. Прилавок с товарами. Куда
его можно воткнуть. Как-нибудь, чтобы он и поместился, и пригодился. Если я во двор поставлю его, нормально будет? Давайте вот так сделаем. Навес, зеленая рыночная палатка, синяя. Вот так вот. Построить. Будем там продавать рубашку. Одну. Здесь у нас в амбаре все и вся. Сюда можно приносить простую одежду. Чтоб было. Тут у нас перегруз. Никто не забирает, никто не уносит. Какая жалость. Давайте назначим. Нехватка жилья. Кому не хватает? А ну остановись. Так, дай знать, почему у тебя нет жилья, мадам. Сказать мастерскую. Понятно. Жить ей негде. Не жить, не тужить. Хорошо, давайте разметим жилую зону. Аккурат, я уже говорю как сельчанин, аккурат твоей работы. Делаем вот так. Аккуратный клик. Оп. Так. Смотрим, смотрим. Оп. И вот так. И проводим. Провели. Подровняли. И напрямую отсюда вот сюда. Чтобы сильно в воне не вонять. Ну-ка. Сможешь построить себе дом теперь? Думаю, да. Мне нравится, как это выглядит. Это очень аккуратно, очень лаконично, очень уютно, очень по-домашнему, очень по-деревенски. Так, наши монастыри строятся сильно долго. Почему? Все-таки каменоломня у нас есть, она добывает, она работает, но очень медленно. Так, остановись. Каких товаров тебе не хватает? Где ты живешь? Ты вот тут живешь, и тебе товаров не хватает? Помните, я говорил, что никто не жалуется? Я накаркал. Еще, кстати, я забыл, что увидел. Что можно включить отслеживание. Границы территории, зоны, непривлекательные районы. Это оно. Оно здесь. Непривлекательный район, укрепления, красота. В глазах смотрящего. Красоты у нас немного. Определенно. Наверное, этой зоны надо как-то расширять будет. Везде же должно быть красиво, а то чё мы как эти. Вонючие области у нас есть, но они ограждены, отдалены от жилых областей. Это хорошо. Так, тут у нас растут леса и рыбачат рыбку. К нам приближается купец. Как же он приближается? Это большой камень. Это камень, его можно собирать. Я все-таки не понимаю. Есть отображение ресурсов, типа режим отслеживания податей. Это все, что мне приносит деньги, это хорошо. Охват патрулями тоже не густо. Какое препятствие, что вам не нравится, что вас не устраивается? И о чем речь? Что вам препятствует? Рынок здесь работает оптимальнее всего, как будто бы. Давайте сделаем смену дня. С ночи.
Скажите мне мои территории. Оставить эту территорию. А, это моя территория. Получается, я могу добывать здесь камень. Или я не Владислав Тукатановичный. Лагерь каменотесов. Вот вы будете отсюда добывать камень, если я вас сюда поставлю? Это же камень. Он же добывается. Хорошо. Давайте воткнем их вот здесь. Посмотрим, как они добывают камень. По камням ресурсов мне определенно не хватает. Кстати. Здрасте. Шерсть для старейшин. Старейшины желают создать запас теплой одежды. Я, по-моему, это уже проходил. Накопите на складах 150, текущее количество 115 дней. Ну давайте попробуем накопить. Нам все равно шерсть девать некуда было. Тут у нас что? Ожидают, нету ресурсов. Вот это каменоломня. Вот это мой участок. Это не мой участок. А мог быть мой. А так придется платить за него. Увеличить стоимость содержания на 30. Речь идет о больших цифрах. Жалко тратить столько денег. Что ты, перегруженный? Перетуженный. Так, надо подумать. Я думаю, я подумываю. Я придумал. Что? Не скажу. Потому что я не придумал. Тут реально не хватает ресурсов. Погодите, давайте еще вот лагерь строителей, да, есть? Лесопилка. Кто у нас строит? Мастерская строителей, вот. Их ставим на входе в эти предворотья. Не хватает бревен. Что? Вы что, вообще все забрали в себя? 187 камня. Ни одного жителя. Лесопилка простаивает. А дерево добывается вообще? А чё ничего не делаем? Производить кто будет? 2 бревна принесли. Откуда принесли? Зачем? Вот тут лес целый. Ой, господи. Погоди. Это не рубка леса, да? Погоди. Постой. Какой я тупой. Почему? У меня тут не было назначена рубка леса. Ну как так-то? Ёлки-палки. Думаю, чё, блин, что-то не добывается, и же их поставил. Да. Поставил, переставил. Зато они откуда-то приносят бревна. Что это было вообще? Откуда? Давайте, кто там? Это звук рубки мяса или дерева? Судя по всему, мясо. Трудолаги, вы трудитесь? Давайте. Чоп-чоп бревнами. Так, хорошо. Я проверю на всякий случай. Еще одну лесодобычу. Ну, это посадка. Что по вырубке? Оно тут есть, это уже хорошо. Прикиньте, все из-за древесины стопорнулось, если так. Отсутствие доступа к товарам. Дружище, ну каких товаров тебе не хватает? Простая одежда, обычные товары. Простолюдин. Простолюдин, подати, нехватка товаров минус 20. Но он так может сильно расстроиться. А если он сильно расстроится, будет сильно неприятно. Так, ну простая одежда есть, а свечки и эти всякие мы производить еще не умеем. Но можем научиться. Воск. Откуда нам брать воск? Мы можем его покупать? Смотрим. Мед — это не воск явно. Воск. Мы можем покупать воск. Давайте будем покупать воск. Пусть у нас будет его 50. Не знаю, насколько он дорогой, кто нам его подает. Воск.
Они продают воск, мед, воск 2 золотых. 50, ну это сотка в принципе за закуп. Пойдет. Хорошо, если мы покупаем воск, значит мы можем производить свечки. Если мы можем производить свечки, мы смотрим, кто это может делать. Вечная мастерская производит 2 свечки в обмен на 2 воска и 1 железо и 1 инструмент. Эту штуку, она, кстати, она не пахнет. Вы видите? Она не пахнет. Это же здорово. Ладно, свечки, наверное, должны быть рядом с монастырем, поэтому мы поставим их рядом с монастырем. Построить, требования выполнить. Вы уверены, что хотите начать строительство, не выполнив все требования? Здания могут использоваться только если вы все требования выполнили. Так, подожди, а какое требование не? Какие-то проблемы со входом? Нужно... Требуется слабое укрепление. Я тебя понял, давай вот сюда свечников поставим. Да, свечки в монастыре как будто логично производить. Да, ага. Или круче сделаем круче, сделаем вот так вот. Свечная мастерская. Следи за моими руками. Мы его вот здесь вот строим. Сейчас, ну, наметили, допустим, да? Тут забор еще не достроился. Мы берем укрепление деревни. Цепляем вот такой вот заборчик. Вот так вот. Коц. 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 И вот так. Тоц. Какая прелесть, господи. Ой. И ворота вот сюда. Бам. Построить. И вот это построить. Отлично. Превосходно. Чудесно. Буена. Так, этим все не хватает камней. Бревен не хватает. Ну, дожили. Хорошо. Бревен им не хватает, понимаешь ли. Но тогда нам надо все-таки какую-нибудь наладить вырубку леса еще поблизости. Это тут у нас вырубает, добывает. Эти ребята работают, стараются, поскольку бревен у них получается отложить. Ой, расходы, сплошные расходы. Так, ну, деревья рубятся. Бревна мутятся, это хорошо. Пшеница добывается. Этот устал, походу, добывать железо. О! Видите? Посмотрите, это наша кузница, да. Но как будто бы приоритет на плавильню повыше был бы. Ну да ладно. Так, мы продаем полированные камни. А чем занимаетесь вы в свободное время? Так, пока денежка у нас копится, надо продумать какое-то более-менее расширение рынка. Жилую зону мы, в принципе, расширили. Давайте... Можно достроить складу еще один участок, а то он какой-то бедолажный. Раз уж 3. Шерсть не доставлена. Здравствуйте, спасибо, очень приятно. Куда ты делась? Так. И вот так, приберите. Кто-нибудь срубите отсюда эти деревья, елки-палки. Они ж загораживают. Колодцы. Кучку-дукцы при колодце. Колодцы нам надо строить. Колодцы мы будем строить. Где они? Вот колодец. И мы можем также для склада поставить и фонаря. Хорошо. Нехватка товаров, говорит. Но это не страшно. Здесь склад полон. Монсеньор, склад полон. Сюда этих носителей заполняем. Мясодобыватели работают.
Какой-то недостаточно повышенный у нас один каменотес, но это ничего страшного. Шахтеры. Тут есть камень. Тут есть камень. Как его сюда засунули? Подожди. Стой, стой, стой. Подожди, никуда не уходи. Нам нужен лагерь каменотесов. Камнетесов. Мы их ставим вот сюда. Так, вот так. Вот так вот ставим. Чтобы и кусты тоже не побило. Ну да, будет немножко плохо пахнуть. Но тут все равно никто не живет. Зато будут камушки. А нам их очень не хватает. Сюда тоже заполняем, чтобы все работали. Подруга, прилавок с едой получает здесь мясо. Текущая деятельность. Если я тебя повышу. А я ж могу тебя повысить? Скажи, где твой дом? Твой дом достаточно красив для повышения? Недостаточно. Давайте добавим ему красоты. Давай заставим тебя сиять. 1, 1, 1, 2, 3. Во, вот так. Так вот надо. Вот так. Опа. Построить. Сюда взял вот так вот арочку. Построил. И все, и красота, и уют сразу. Житель-простолюдин. Поднимаем ее до жителя-простолюдина. Куда ты ушла из дома? Твою, блин, господи, зачем я это сделал? Как ее можно разжаловать? Ой, блин. Дурость. Сделал дурость. Так, ребята, сюда 4 человека. Работаем. Сюда мы доставляем все самое необходимое, все самое нужное. Камни, доски, уголь, железки. Железные железки. Полированные камни не будем. Обычная посуда, бочки, стекло, инструменты. Знаете, что мы можем? Мы можем сюда доставлять воск, а то мы его покупаем, а складывать некуда. Я, правда, не понял, тут еще недостроенные, я так понимаю, материалы. Или достроенные? Да, недостроенные, вижу. Хорошо. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Погоди. Кого тут надо засунуть, чтобы он тут жил? Отправить селянина мужчину в монастырь. Почему не могу? Хочу отправить. И одни женщины остались, что ли? Жалко. Вот сюда тоже бы селянина отправить. Хорошо, древесина у нас добывается, это определенно. Сюда 2 плавильщиков. Сюда 1 кузнеца. Я вас уверяю, вот эта область, она сейчас заживет. Она прям сейчас хорошо себя чувствовать будет. Как говорится, где лес, там и ягодки. Видите? Появились. Можно еще. Хижина ягодщика. Или как он там называется? Где добыча? Хижина собирателя. Хорошо. Тут, кстати, нормально так ягодных кустов. Как будет. Сильно не вырубайте их. Потом. Так, вы оба. Вы сразу приняты, вы в курсе? А то у нас людей не хватает. У нас, кстати, никто из дома уходить не собирается из-за того, что почувствовал, что как-то ему не очень. Слабое укрепление, охват патруля. Мощенная дорога, житель горожанин. Мощенная дорога у нас, как известно, находится вот здесь. Это нам еще качаться и качаться. 135, 50, 75. 75, а у нас 45. Да, надо еще качать. Торговый путь, аббатство Кингстоун. Что они продают, а что покупают?
Покупают травы, ягоды, мед, вино. Но пока не будем торопиться. Тут колокольня уже работает, но все равно не хватает камня. Господи, как много камня надо. Невероятно просто. Отправить селянина, женщину в монастырь. О, отправили. Ура! Новый монастырь. Когда первый из ваших селян приносит клятву служения и принимает обет набожной аскезы, кругом разливается аура спокойствия. Да укрепит новый монастырь веру ваших подданных и принесет им богатство. Столько слюней у меня во рту еще никогда не было, пока я это говорил. Так, а мужчин мы не можем отправлять, да? Только женщин. Ну так вот, значит. Звонить в колокол. Да перестаньте. Нейромонах. Так. Епископ рад, что жители нового поселения решили посвятить себя вере. Он хочет помочь вам, своему новому вассалу, и пообещал прислать своего костыляна, чтобы вы ни в чем не нуждались. Что вы планируете делать дальше? Хочу построить, хочу заручиться, хочу разбогатеть. Меня интересует только вера. Я бы построил прекрасный монастырь, на самом деле, это довольно неплохо. Камень на камнедобычу быстренько давайте. Работаем. Хорошо. Так, помимо этого, я хотел выбрать поручение. Улучшить торговый путь с Нортбери. А мне Нортбери надо, а не Тортбери. Тортбери. Зачем мне торт брать? Ладно, вложусь. Больше денег принесет. Вот что это такие бабки будут. Здравствуйте. Очень приятно. Проходите. Спасибо. В монастырь. На пути селянина есть препятствие. Какое? Что тебе препятствует, брат мой? Ого. Вижу. Тени препятствуют. Какие-то коллизии препятствуют. Наличие камня, точнее его отсутствие, тоже сильно препятствует. Что? Так, тут нормально, а тут некому работать. Подождите, идите сюда. Нам здесь надо делать свечки, да? Я свечки делал. Свечки. А что без свечек это какой прилавок? Я вас умоляю. Кстати, я бы его, наверное, даже сдублировал и поставил тут рубашки продавать. У меня же есть рубашки. Тут явно нет рубашек. Надо рубашки. Делаем прилавок. Делаем его вот таким вот. Поворачиваем. Спина к спине. По правилам. Зеленая палатка, синяя палатка. Шоколадка. Двигаем. Подставляем. Вот так и построить. Тут у нас будут свечки, которых нет. Пока что. Ну когда... Блин, я же мог сюда ее поставить. Ёлки-палки. Ну ничего, поставлю что-нибудь другое тут. Строительство, конечно, это долгий путь. То есть мужчину заселили, а у женщин крыши не хватает над зданием. Это печально. Фермеры. Не очерчено поле под посевы. Так давайте очерчим его. Винстон очерчиль. Вот так. Смотри, нормально будет? Нормально? Вот так, 2 поля под посевы. Засейся. Ой, засейся. L чуть-чуть поменьше сделать. Что будет? П побольше. Поменьше, по очень больше, по очень меньше. Вот так надо еще тропиночку, тоже треугольная, да? Хорошо. И вот так. Вот тут убрать.
Красота. И вот тут вот так. Все, работаете. Нужны какие-то эти фермеры. Как мне вас назвать? Работник, брат и сестра. Нет назначенных работников. А тут я кого поселил? Почему не работаем? Ты травница? Сразу. Это сколько людей тут надо, чтобы они все это работали? Блин, трудолюбивое место. Так, ну камни уже приходят. Да что, ну что тебе не хватает? Куда ты пройти не можешь? Какие проблемы? Застрял где-то? О, красота. Какой красивый дом. Нет! Я не успел. Есть кнопочка перемотать в назад? Ладно. Так, мне категорически не хватает людей, которые вот сейчас идут. Хорошо. Каменотесы, каменотесы. Вы идите побыстрей. Каменотесы, каменотесы. Заполняйте монастырь. Ой. Сейчас они придут. Опа. Вот это хорошо. А что у нас? А что? Я понимаю, что мы уже засиживаемся дольше, чем должно быть. Но все же. Бум, прокачали. Так, тут Я не понимаю, это стало выгоднее или нет? Надеюсь, да. Хорошо. Где те люди, которые пришли сюда? Вы... А где они? Ничего, мимо? А. Все, хорошо. Сейчас приходят эти два человечка. Мы их пакуем к себе в работу. И заканчивать будем выпуск. Так, так, так. Сюда, сюда. Пауза. Что ж. Большое спасибо, что посмотрел этот выпуск. Надеюсь, до конца. Ну, конечно, до конца, если ты слышишь эти слова. Подписывайся на мой канал. Оставляй комментарии. Ставь лайк. И переходи в сам канал, там есть еще другие игры. Я не только в это играю. А тебе до скорой встречи. Пока-пока.